Всем привет, с вами Дэн, и сегодня у нас Citizen, причем Citizen максимально необычный. Спасибо Кириллу, который эти часы дал для обзора, а сам он их, кстати, купил на Джуме, так что я ссылку вам оставлю в описании. Так, здесь у нас, видите, это из Японии приехало, здесь ребята вот прям дату проставили, а остальное, ну, ничего не понятно. Но главное это, правильно, то, что внутри. Давайте смотреть. Ой, ну тут все по-японски, прям какие-то бумажечки. Так, это что? Это что тут? Это что у нас? Как всего много-то? Как необычно. Значит, и часы необычные, и часы прям максимально непонятно, я бы сказал, особенно если вы на фотографиях посмотрите на них. Этим они меня и крайне заинтересовали. Вообще у Citizen есть такая серия, Record Label называется. Они под этой серией выпускают свои исторические модели. Ну, как выпускают, ремейки делают, да. Вот в 80-х годах выпускалась такая модель. Тогда это было новаторство, потому что у часов тогда уже был датчик температуры, ну и много всего другого полезного, но температура так это прям вообще необычная. И, значит, вот они эту версию перевыпустили. Она немножко по-другому внешне выглядит, чем та, которая была в 80-х. Возможно, была и прямо именно такая версия, но, честно говоря, не нашел. Но, тем не менее, вот такая версия вышла. Представлена она была в 2021 году и выпустили всего 250 штук. Так что достаточно серьезная редкость. Ну и референс, значит, калибр у нас, да, здесь указан 89-89. Референс, вот он у вас сейчас на экране GJ0070, и была версия черная и белая, и, соответственно, вот эта вот белая такая необычная. Кстати, она прям невысокая, она прям, да, маленькая версия. Ну и что у нас здесь? У нас здесь много всего, конечно же. О чем хочется сказать в начале. Значит, по характеристикам. Здесь хронограф имеется, 1/1000 секунда измерения. Есть будильник. Есть календарь, ну, понятное дело, в таких аналогово-цифровых часах всегда присутствует и календарь. Водозащита 50 метров, стальной корпус, но он здесь такой вот пескоструйный. Калибр 89-89, плюс-минус 15 секунд в месяц точность. Значит, это Япония у нас. Собрано в Китае, японский механизм, как у нас часто любят все читать. Ну, понятное дело, большинство недорогих, относительно недорогих японских часов делаются где? В Юго-Восточной Азии. И что касается цены, то, по крайней мере, на момент записи видоса 22 500 рублей они на Джуме стоят. Давайте измерим. Значит, по вот этой части 44 у нас получается. Если вот диаметр берем здесь, то 42,2. И высота прям мне стала интересная. 10,8. Они невысокие, прям реально. Что для часов, да еще с температуры. 22 по ремешочку. И от ушка до ушка 46,4. Ну, кстати, немного. И на запястье, соответственно, вот мое запястье 18,5, да, они прекрасно сидят. У них такие ушки достаточно длинные, но они сразу вниз, корпус плоский, удобно. Слушайте, кнопки небольшие, поэтому они не мешаются. Ну и ремешок здесь каучук, да, он такой тянется, гибкий, он удобный. Ну, походные часы, что называется, раз уж тут индикация температуры, так что понятное дело, что они должны быть удобные на запястье. Ну и 77 грамм, да, вполне себе немного. Так, значит, что по стеклу? Стекло здесь минералка. Ну, в принципе, ожидаемо в этой ценовой категории и в целом для подобного плана часов. Как видите, настроечки здесь у нас все вот этими кнопочками, и так прям под старинку очень много надписей. Как видите, получается, что два субциферблата, которые такие у нас аналоговые, да, А1 это основной часовой пояс. Дальше у нас есть здесь индикация 24 часа. И есть также показания будильничка, да.
Плюс можно использовать и как два часовых пояса, потому что на субциферблате, на цифровом уже, да, можно будет поставить второй часовой пояс, поэтому здесь, по сути дела, часы такие GMT. GMT полный календарь, ну и что там, понятное дело, хронограф, как мы уже говорили, и есть еще будильник. Все, что в принципе нужно. Интересно вот здесь такое окошко с индикацией, где тоже как раз второй часовой пояс, дата, будильник, и здесь как раз вот это все можно будет установить, дату и день недели. Вот. Прикольно вот этим. То есть вы кнопочкой выбираете, и начинается у нас уже настройка. Да, мы выбираем это. И показываем, соответственно. Да, вот у нас тут пошел таймер. Тут у нас пошел время второго часового пояса, ну или основного, смотря как у вас настроено. Дальше пошла дата, дальше пошел будильник вот на 12 у нас, да, стоит. Ну и опять же еще один часовой пояс и запускаем уже таймер, если нужно. В этом окошке показывается температура. Но температуру как нужно измерять? Нужно не на запястье, потому что датчик греется. И нужно, чтобы они какое-то время полежали спокойно. Сейчас у меня тут лампы яркие светят, поэтому, соответственно, температурка-то скачет. Но я в спокойном режиме сейчас их положу, и мы, конечно же, с вами замерим. Мне самому интересно. Кирилл говорит, что показывают плюс-минус нормально, но нужно, чтобы какое-то время полежали самостоятельно. Да? Иначе получается в некотором роде такое бешенство, да, или неправильные показания, потому что они греются, либо там охлаждаются и так далее. Ну, в общем, как бы с одной стороны датчик работает, с другой стороны, может быть, им не очень уж прям удобно пользоваться для какого-то там серьезных целей. Наверное, будет неправильно, потому что вам придется снимать запястье, там какое-то время ждать. Ну, короче, не очень, да, это удобно. Но с другой стороны, слушайте, это здесь все равно есть. Во-первых. Во-вторых, выглядят они вот футуристично, как это раньше выглядело в 80-х годах. И в этом есть свой вот такой вот стиль. Здесь есть интерес к этим часам, потому что, ну, необычно они смотрятся. Ну, прям ни на что не похожи. Как будто бы какие-то смарт-часы из 80-х. А так и было. Это же есть смарт-часы. Да, здесь максимально все просто. Системы быстрой замены ремешка нет. Я думаю, с такими часами можно пробовать какие-нибудь разнообразные натовские ремешки. Собственно, почему нет? И прикольно, ну, считывается основной часовой пояс достаточно удобно, да, и тут, в общем, напишите в комментариях, нравится ли вам подобного плана часы, есть ли что-то похожее, и интересно ли, когда производитель выпускает что-то вот такое старое, что называется, доброе. Ну, для кого доброе, для кого там, может быть, не очень, но мне кажется, в этом есть какой-то ламповый такой стиль. Вот сейчас, кстати, они под лампами показывают 29,7, ну, в принципе, я думаю, что вполне себе такое должно быть, когда яркий свет, он же все-таки нагревает датчик. Ну, вот они полежат немножко не под лампами, потом сделаю еще один замер. Так, значит, затестил я термометр, и что могу сказать? Где-то за 10 минут он сбросил 2 градуса, и сейчас вот он показывает 25,8. В комнате по другому термометру, который в комнате находится, сейчас 24. То есть врет он примерно на 1,5 градуса сверху. Ну, плюс-минус, и когда вот точно не нужно, а примерное понимание где-нибудь там в походе, окей. Ну, конечно, использовать не очень удобно, потому что, еще повторюсь, нужно, чтобы он находился вне источников тепла и в том числе запястья. Что хочу сказать по итогам. Ну, во-первых, интересная, необычная, нетривиальная модель из прошлого, да, в современном исполнении. Слушайте, интересно. Я думаю, что такая вещь понравится, во-первых, любителям часов, любителям истории часов, любителям как раз вот такого цифрового, чего-то там 80-е, 90-е, прям должно зайти. Ну, еще, как мне кажется, подобного плана часы интересны тем, кто любит стилистику тех прошлых лет и часто применяет ее в своем, например, стиле, в своем внешнем виде. Я знаю, что в Юго-Восточной Азии, в той же Японии есть такая потребность, есть такая популярность. Отсюда они достаточно много всего вот такого перевыпускают. Собственно, а почему бы и нет? Сделано приятно, цена достаточно адекватная. Так что на этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.